Здравствуйте! Сегодня я поведаю о своем великом научном открытии под названием пострелигия. Расскажу об этом вкратце, но если у широких народных масс появится неутолимое желание узнать более подробно, я по пунктам впоследствии эту тему постараюсь изъяснить. Итак, пострелигия, во-первых, что это такое само по себе и что дает основание существовать именно этому новому, совершенно радикально новому феномену духовной культуры человечества всей планеты. Э, Итак, теме религии, теме духовности, спиритуализма отдельно посвящена моя целая большая пасхальная лекция, где я рассказываю о том, как религия возникает, на каких основаниях, что происходит с человеком в этот момент, в чем противоположна религиозная и традиционная духовность, и что в них общего. Так что, если есть интерес, можно идти к прошлой лекции и посмотреть ее. Сегодня мы поговорим о духовности нашего времени. Пострелигия – это мое авторское понятие, которому посвящена моя докторская диссертация, которую я, собственно, по-настоящему застолбил за собой. Вот это моя книга на эту тему изданная, где я разобрал пострелигиозность как феномен именно на примере современного русского православного старообрядчества. Но я буду говорить, поскольку в нем я лучше всего ориентируюсь, но так или иначе тема пострелигии, она гораздо более обширная, чем само старообрядчество и даже чем само православие. Здесь лишь для примера я привел, и будем поэтому разбирать, в чем же различие между традиционной духовностью, религиозной духовностью и пострелигиозной духовностью. Это первый блок, которым мы с вами займемся. Итак, в пасхальной, большой пасхальной лекции я рассказывал, что религиозное знание, религиозная духовность появляется как способ, с одной стороны, преодоления традиций, с другой стороны, как способ замещения той пустоты, которая образовалась после иссякания традиционной духовности. А пострелигиозная духовность возникает на том месте, где была раньше религия. Вот. И возникает она якобы как имитация дорелигиозных форм духовности традиционных, но на самом деле она их не имитирует. Она лишь очень хитроумно, вычурно и весьма реалистично это имитирует. Начнем мы, конечно же, с того, что эти три термина никак нельзя смешивать. Религия, духовность и традиция. Под духовностью мы воспринимаем, или говоря научным языком, спиритуализм. Представление о том, что нематериальная область жизни является, во-первых, существует, во-вторых, она является господствующей, главенствующей в поведении жизни человека и общества. Традиция происходит от латинского слова tradere, которому лучше всего соответствует устаревший старорусский термин предание. Это передача. Передаю некий образ жизни, некая ментальность, которая передается нам по наследству от наших предков, прямых генетических или социальных генетических, через определенные социальные, культурные, политические, даже экономические институты. И люди живут в том, что до них дошло от предков, как рецепт выживания. Этим характеризуется традиционная духовность, включая отношение к духам, к душе, к своей личности, к сознанию, к разуму и прочее. Вот. Религия же возникает именно как религаре, восстановление потерянной связи, которая была изначально в рамках традиционной духовности, а потом она исчезла. И теперь мы ее заново восстанавливаем. То, чего уже сейчас нет. То есть традиция прервана. Река больше не струится по этому каналу. И приходим мы туда, вооруженные своим блестящим интеллектом, и начинаем от имени какого-то высшего существа, которое явилось только нам. Мы не можем обеспечить явление этого существа другим людям, но нам, честное слово, рассказало все, как нужно делать, как нужно себя вести. И это мы поведаем сейчас вам. Как восстановление именно той самой связи, которая должна быть, которая была прервана, которая разорвалась, возникает религиозное знание. Вот. А пострелигиозное знание возникает уже совершенно по-другому, на других основаниях. Если говорить хронологически, то пострелигия является феноменом духовной культуры той части истории, которую мы называем постмодерн. Или, говоря на социальном уровне, социально-экономическом, это информационное общество.
Вот. Примерно так это выглядит применимо к западноевропейской, североамериканской цивилизации. Вот. И на весь остальной мир также распространяется, поскольку одной из главных характеристик нынешнего мира является глобализация. Эти черты социальной, экономической, политической, культурной жизни, которые вызревает на условном Западе, очень скоро, во-первых, транслируется, во-вторых, инкорпорируется именно в незападной части человечества. Латинская Америка, Африка, Азия и, будем надеяться, все-таки Россия. Вот. Но только если формами духовности в премодерне, как Дугин его называет, или говоря грамотно, в традиционном обществе, являлось представление о том, что есть некие сферы священного. Причем термин «священное» религиоведы никогда не объясняли его онтологически, то есть что это такое. Рудольф Отто писал в книге с таким же названием о том, что это нечто, вызывающее наивысшие ощущения у человека. Наивысший страх, трепет, благоговение, кошмар, возможно, это уже тема Лавкрафта. Что это такое, как это действует, мы не знаем, мы просто фиксируем этот факт. Определенные места, определенные ситуации, определенные люди, с которыми связано вот это самое сакральное священное. И на основе вот этих ситуаций возникает миф, установка в которую верят, но не проверяют. В любом мифе есть действительно рациональное какое-то зерно, обросшее снаружи различными баснями, прибаутками, бредом, галлюцинациями, идеологиями, заблуждениями, ложью, враньем, лукавством и так далее. Но основа действительно какая-то есть. Что-то действительно людям было явлено или, по крайней мере, им показалось, что явлено. Это тоже факт, правда, факт психической жизни. Эпоха модерна – это другая эпоха, это эпоха науки, ученые, когда с помощью ума пытливого пытали природу для того, чтобы она открыла нам свои секреты, чтобы мы могли построить идеальное, правильное общество. Постмодерн, общество современное, оно построено уже совершенно на других основаниях. Вообще на безосновательности оно существует лишь как попытка симулировать, играться и так далее. Традиционное общество из образа жизни людей, из их уклада вырастали определенные социальные сдвиги. Если люди почти 90 тысяч лет жили кочевым образом, это прописано в наших до сих пор структурах нашей психики и даже на самом чисто физическом состоянии нашего мозга. В дальнейшем 9 или 10 тысяч лет, сейчас варьируют разницу перехода к оседлому образу жизни, возникновения цивилизации, или, как говорят на Западе, первая революция, аграрная революция, изобретение сельского хозяйства, подало нам уже другое совершенно, менее прописанный в структурах нашей психики, цивилизованный образ жизни, но так или иначе и традиционный, древний, дикий, варварский, кочевой образ жизни и образ жизни оседлый, они передавались, в рамках этого образа жизни создавались определенные социальные роли, модели поведения, ценностные ориентиры, правила, юриспруденция определенная. И, конечно же, миф на миф наслаивался, получались религии. И они передавались, обрастая все больше, как снежок, катящийся с горы, обрастая все большими и большими подробностями, передавалось с поколения в поколение. Так строилось традиционное общество, хотя, я уже подчеркнул, на мой взгляд, неграмотно и вообще не так бестактно на самом деле к традиционному обществу относить и гигантский, основополагающий доцивилизационный период, и то, что мы знаем как нашу цивилизованную часть истории человечества. Религия, как связь, потерянная связь с божеством, со священным, со святыней, возникает именно благодаря человеческому уму. Не посредством какого-то всеобщего откровения, а посредством единичных каких-то персон, которые в религиях провозглашаются как пророки, основоположники, возникает способ связи нашего нынешнего уклада с высшим порядком вещей. Так привязать нашу жизнь к высшему порядку вещей, чтобы оттуда хлынула к нам сюда благодать, затопила нас, и нам стало жить хорошо, светло, чисто, легко, весело и приятно. Вот. Даже если эта связка бывает чисто декоративной, и на самом деле она никак не влияет на распад нашего существа.
Все религии строятся на откровении. Определенная какая-то персона, причем почти всегда эти персоны бросали вызов традиции, вызов сложившемуся положению вещей. Эти персоны видели что-то, или им казалось, что они видели, конечно же, но так или иначе они собирали вокруг себя сторонников, они убеждали их в правильности своего мнения, своего озарения, откровения и так далее. И дальше шла фиксация. Религии непременно имеют какие-то способы фиксации, не только в области культа, ритуала, определенных архитектуры, живописи, речевых каких-то формулировок, юриспруденции. Самое главное – это текст, написанный от имени божества. Тора, Библия, Коран, хотя Библия содержит в себе Тору, вот, говоря образно, это вот основные писания главных религий мира, авраамических религий. Это иудаизма, христианства и ислама, которые возникли изначально как способ откровения каким-то людям, которые видели нечто, но затем возникает огромное количество их последователей, которые структурируют, упорядочивают все эти самые видения и прописывают правила поведения, начиная от представлений, наиболее абстрактных, и заканчивая конкретными предписаниями, какой рукой можно за что браться и кому какую свечку ставить в каком храме. Все детально прописывается именно духовенство. Поэтому духовенство – это самая главная часть религии, даже более важная, чем само Священное Писание. Тем более именно духовенством создается Священное Писание, никак не наоборот. И эти правила действовали очень длительный период человеческой истории, западной истории, до начала эпохи просвещения, ну или возрождения, смотря с чего мы отсчитываем, когда человек начал пониматься не как какая-то тварь дрожащая, не как просто глина, из которой Создатель слепил какое-то свое подобие и двигает туда, куда ему нужно. Скорее происходит наоборот. В эпоху Возрождения мыслителями, более важно деятелями искусства, происходит переосмысление человека. И вместо попытки отыскать в человеке божественное, совершенно наоборот, чисто по античному, чисто по греческому ходу мыслей, человек переносится на небеса. И Бога, по словам Вольтера, Бога начинает наделять теми чертами, которые есть у человека. Возникает новая совершенно эпоха, возникает новое время, где позиции духовенства замещают деятели науки, а приблизительно к нашему времени деятели еще и техники, которые не просто объясняют сложные вопросы природы, не просто влияют на наше представление о вещах, о мире, о самих себе, но они преобразуют саму жизнь. Наука, в особенности европейская, она особенно не тем, что она что-то там поняла. Многие мыслители древнего Китая, древней Индии смогли понять это за тысячи лет до европейцев-американцев, а в том, что они смогли изменить мир. Они действительно сделали человека гораздо более могущественным, чем он был раньше. Вот. И традиционные какие-то моменты поведения, смирение перед природой, перед общественными приличиями, перед какими-то социальными условностями, перед человеческой природой даже, и даже перед природой вообще пропадает. Человек преобразовывает все вышесказанное себя, общество и даже природу. Возникает новое время, модерн, который характеризуется как представлением о человеке как мере всех вещей, антропоцентризм, как секуляризм, как попытка мыслить светским образом, без привлечения сверхъестественных сущностей, как отодвигание за рамки размышления божества, духов и всех остальных. Это светское мышление, секуляризм. Рационализм как стремление думать только рационально и перепроверять свои мысли. То есть те формы знания, как Бекон писал различные идолы, идол рода, пещеры, театра, рынка. Вот эти идолы отодвигаются. Знание должно быть чистым, чтобы мы своим умом смогли увидеть мир, какой он есть, потому что он отражается в уме. Главное зеркало хорошенько протереть. На основе рационализма формируется вера в науку, как в великую силу, которая гораздо могущественнее, чем так называемая магия древности. Это сциентизм, от science, вера в науку. Эмансипация в самом широком смысле, как стремление к освобождению, не только женскому, как стремление к социальному освобождению, кастовому освобождению, классовому освобождению, тема 20 века, как стремление стать наравне и сделать так, чтобы человек человека не угнетал.
если даже второй человек взрослый, если второй человек мужчина, если первый даже не человек, а животное или табуретка и так далее. То есть эмансипация не знает границ. Главное, чтобы разумная форма жизни, а говоря о сегодняшней борьбе за права животных, чувствующая форма жизни, не была угнетаема любыми другими формами у жизни. И построить идеальный мир, в котором человек будет жить в счастье и в гармонии здесь, на земле, а не в ожидании Царства Небесного. Это мы называем утопией, места которого нет, но место, о котором мы мечтаем. И, конечно же, и гуманизм. В смысле гуманности как отношения, человеческого отношения, человечного отношения к человеку, и в смысле как представление о человеческой воле, человеческом желании, как мере всех вещей. Человек – это не переход и уничтожение, как Ницше писал. Человек – это цель. Не какой-то особенный человек, а такой, какой он есть. В этом смысл гуманизма. От humanity человечество, от human человек мы говорим о том, что мы не заставляем человека стать Богом, но мы удерживаем его от превращения в животное. Определить, что есть мера человеческого в человеке, и удерживать. На этом строится гуманизм. И поэтому, исходя из, если эпоха премодерна традиция, это эпоха Бога, который господствует над человеком, то эпоха модерна – это эпоха человека, который либо господствует над Богом, наделяет его своими чертами, либо вообще игнорирует его как такового, ставится наравне с ним, как знаменитая фраза Мичурина о том, что нельзя ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача, и преобразовывает действительность. Постмодерн. Особенность этой эпохи, во-первых, в том, что до сих пор не все понимают, что это новая эпоха, которая кардинально отличается и от предыдущей эпохи модерна, и от предпредыдущей эпохи традиционности. В особенности, когда постмодерн имитирует якобы возврат к нормальному положению вещей, которые эти ученые-колдуны попытались изменить, или эти распущенные гей-европейцы попытались испортить. В этом случае также происходит якобы возврат в традицию, но на самом деле не настоящий. Особенность этой эпохи также в названии. У нее нет своего названия, а у нее нет своего смыслового содержания. Она лишь означает «после». Она лишь означает то, что наступило после завершения какого-то другого этапа. Как фиксация этих самых отличий, но никоим образом не попытка выстроить из них целостную новую систему. Имитация, стилизация, мимикрия, и одно сплошное выдрыгивание – это то, что наполняет постмодерн не только на уровне культуры, как часто относят, но и даже на более фундаментальных уровнях экономическом, уровне науки, как исследования мира, и даже на уровне человеческой ментальности. И опять же возвращаясь, религиозная жизнь, духовная жизнь эпохи постмодерна, она имитирует зачастую возврат к традиционному обществу, но однозначно она не является уже религиозной. То есть религия восстановления порванной связи, а пострелигия – это имитация восстановления порванной связи или имитация того, что связи вообще никогда не рвалась. Это самый, наверное, главный момент. Постмодерн отрицает идолы. Модерна отрицает большие рассказы, в которые верили все люди, подчиняясь бремени белого человека, в других незападных кусках земли пытались построить это самое идеальное, правильное общество. Вот постмодерн цинично, но по-своему последовательно все эти большие рассказы отрицает, не предлагая в ответ ничего своего. У постмодерна нет никакой целевой программы. Но когда мы смотрим, как работает постмодернистское сознание, то мы можем разные особенности этой работы конкретизировать. Я мыслю просто как модернист, поэтому я вижу определенные эти классы, которых, разумеется, в природе нет. Это все одно и то же. Циничное, огульное отрицание модерна. Но применимо к разным ситуациям, это отрицание по-разному выглядит. И поэтому мы поговорим даже не о ситуации, а о том, в какими руслами, какими способами постмодерн проявляет себя. Вот в своей монографии «Пострелигии» я выделил несколько этих моментов, но я выделил вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть моментов. Сегодня я еще дополняю термином «интерактивность», как особенная черта постмодерна. Итак, поговорим обо всех этих нюансах
по отдельности применимо к теме религии. Деконструкция. То, с чего началось еще в работе академических, разорвавших с академичностью ученых французов в первую очередь, ну, американцев чуть попозже. Деконструкция. Что это такое? Деконструкция – это вопль «доколе». Деконструкция – это попытка отбросить вообще все, что сложилось. Попытка разорвать и разрушить сложившееся какое-то здание, потому что оно перестало нас удовлетворять. Мы больше в него не верим, нам неуютно, и одна только тяга к разрушению нами движет. И если мой пытливый ум созрел до того, что он научился отрицать вообще все, то движимый вольтеровским запалом мы отрицаем вообще все, мы деконструируем абсолютно все, что можем деконструировать. Потому что, по словам Вольтера, все, что не выдерживает критики разума, должно исчезнуть. Поэтому, даже если я могу критиковать это утверждение, и оно тоже исчезнет. Это известный философский трюизм. Но это все было только первое определение термина деконструкция. Самое главное, данное не философами-постструктуралистами, которые его давали. Философ-постструктуралист, в основном Деррида, Делез, Хиллис Миллер, они давали совершенно другое определение деконструкции, как возвращение к изначальному. И попытка смыть все напластования вот этого самого мифа, попытка вернуться к тому, а что увидели, а что вас пробрало, а что именно заставило вас изменить свое мышление изначально, вернуться к нему и отбросить все вот эти этажи, которые цивилизация сверху наградила. У деконструкции есть два определения. Вот. В чем-то они, конечно, едины. И если говорить чисто динамически, процессуально, это речь идет об одном и том же. Но если говорить более серьезно, то зачастую понимают постмодернизм как просто тупорылое разрушение всего и вся. Это неверное определение. Постмодернизм по-своему пытался докопаться до истины. Он предполагал возможность наличия чего-то там, потому что он действительно глядит в определенную сторону. Мало движется, но посматривает. Его действительно интересует, что же было в том мире, говоря о постмодернистской духовности, которая создала идеологии, превратившиеся в религии на целые тысячи лет, которые целые цивилизации воздвигли. И постмодернисты тоже хотят испытать вот то самое чувство, которое испытал Авраам в пустыне, когда он поднял глаза к небу и сказал: «Кто ты, Господи?» Испытать то чувство, когда Джабраил забрался в палатку к Мухаммеду, а испытать то чувство, возможно, которые испытывали при прикосновении к каким-то духовным сущностям основоположники религии Индии. И вот нам охота, мы в нашем мире пластика и железобетона страстно жаждем жизни. Мы устали от ее имитации. И мы зачастую перестаем быть довольными вот этой самой одноразовой жизнью, и нам охота чего-то другого, чего-то большего. Но, опять же, зачастую все это приводит к совершенно парадоксальным результатам, которые скрыты даже в самом пути вот этого деконструистского движения мира. Допустим, на смену праздника 8 марта, как празднику эмансипации, женского равенства, приводится праздник Петра и Февронии, который позиционируется, как правило, говоря о постмодернистской духовности в православии и современной России, говоря о празднике семьи как единства. Петр и Феврония изображаются как разные, но равные начала. И в этом чисто, конечно же, эмансипистское влияние модерна, особенно позднего, о равенстве мужчин и женщин. Они наравне стоят. И ни один из них не является центром семьи. Семья — это цельное, вот, как провозглашается. Но по сути дела под этой идеологией предполагается совершенно другое. Предполагается вторжение в семью кого-то третьего. И если мы смотрим на практике, то православная семья, да, наверное, и не только православная, но в данном случае я сейчас говорю о них, она не является действительно каким-то духовным союзом, который собрался вокруг Бога. Вместо Бога обязательно присутствует кто-то третий. Семья превращается вот в этот самый секс втроем. И духовная фигура внедряется и начинает диктовать определенные ролевое поведение и мужу, и жене. Так что вместо равенства Петра и Февронии на первое место выходят определенные фигуры, которые от имени чего-то высшего говорят. И эти фигуры всегда имеют одно определенное целевое действие. Как религия в момент своего возникновения всегда на протяжении всей своей истории и даже в момент своего якобы превращения в пострелигию начала меняться, и
подбывать на тему традиционных ценностей, сущность религии была всегда одной. Это оправдание политической власти. Религия всегда являлась определенной бахромой на хитоне царей, которые придавали власти какое-то высшее измерение, потому что всегда властвующая фигура наделялась божественными регалиями, и это и происходит и сейчас. Поэтому в пострелигии можно критиковать абсолютно все ценности, все принципы, высмеивать абсолютно все, но один тайный пункт всегда из пострелигии, даже самых радикальных современных, вылезает наружу, когда мы посмотрим и зададимся вопросом, а кому все это нужно? И, конечно же, не меняются еще в XIX веке созданные пирамиды капитализма, поскольку, как мы видим, даже используя современные гаджеты и глобализацию, мировой капитализм не только ни во что другое не превратился, и уж тем более все социалистические эксперименты потерпели крах. Там, где не потерпели, в тех местах, где не потерпели крах, там влияние, например, духовенства еще и гораздо больше стало. Но пирамида это действует и до сих пор. Только сегодня главные властвующие фигуры чуть-чуть иначе себя ведут, но гораздо дальше от народа стали. Так что, как была сущность религии завязана на обслуживание властных фигур, и на промежуточное положение между чисто принуждением с помощью армии и санкциями высшего существа, такое же место у нее есть и в наши дни. Расщепление. Следующая черта постмодернистской ментальности вообще и постмодернистской духовности в частности. Расщепление. Эти три термина, они присутствуют наиболее часто во всех областях нашей сегодняшней жизни. Начинается все, конечно же, с термина ризома. Мы перейдем к фракталу и придем к эклектике. Итак, ризома, термин, который Жиль Делез ввел в философию, предлагает отказаться от структурного, целенаправленного, смыслового и логического мышления подобного дереву. Дерево гораздо менее выживабельно, чем ползучая какая-то растительность. Итак, классическое модерновое мышление – это мышление дерева. Это мышление стержневого корневища. Вместо него предлагается мышление мочковатого корневища, какой-то плесени или каких-то мелких сорняков или каких-то грибков, которые очень-очень быстро захватывают гораздо большее место. Главное в этом сеть. Потому что одна спора является причиной возникновения другой споры. В мочковатом корневище нет структуры, зато каждый маленький корешок может поддерживать другой. И в целом важна сама сеть. И она неуничтожима, потому что в стержневом корневище любой огородник знает, что есть мера надлома ключевого главного корня, после которой саженец уже не выживет. А здесь сколько есть определенное просто есть, во-первых, количество, это главная часть в ризомическом мышлении, то если определенное количество сети ты уничтожишь, во-вторых, жизненная сила. То есть если сеть без разницы чего, очень могущественная, и ты уничтожишь гораздо больше ее половины, она выживет все равно, она быстро распространится, подобно тому, как грибок распространяется во влажной поверхности. Яркие примеры ризомического мышления взяты современными теоретиками искусства постмодернистского из живой природы, например, из цветной капусты. Искусство, культура, постмодернистское использует термины фрактала, в которых нет ни одного прямого угла, в которых нет ни одной соподчиненной линии, но тем не менее есть рисунок, есть узор. Современная наука утверждает, что нет ни причинности в мире, ни рациональности, ни уж тем более замысла. И эволюцию ведет не какая-то определенная сила, ведущая нас к определенным формам эволюционным. Нет, в современной жизни хаос также равноценен упорядочиванию. Это лишь мы видим нечто упорядоченное, а в природе все силы действуют одновременно, и нет ничего однозначного и постоянного. Соответственно, и в жизни человека происходит определенное расщепление, разрывание себя на несколько амплуа. Квартирное, домашнее, ночно-подушечное, офисное, рыночное, горнолыжное, семейное, тайно-ночное и прочее до бесконечности. Человеческая личность дробится на такое количество амплуа, которые нужны человеку. И именно те амплуа, которые наиболее прибыльны, ликвидны, они закрепляются, и мы называем их своей личностью. Но они зачастую, никак не связаны с другими, не являются действительно моей самой основой, моей личности, что хорошо проявляется, что хорошо знает любой мужчина во время
кризису среднего возраста. Поэтому, говоря даже о духовности, возможно сочетание совершенно разных, казалось бы, не свойственных друг другу, не подходящих друг другу фигур, ситуаций, способов поведения. Нет, все благополучно тяп, ляп и готово. Совершенно из чуждых культур образы могут инкорпорироваться в постмодернистскую духовность и вполне нормально оседать и на уровне эстетическом, и самое главное, это на уровне понятийном, на уровне мышления, когда у человека сочетаются противоположные друг другу вещи, когда, допустим, как на этом слайде, утверждение о том, что религия является моим личным выбором, сочетается с чисто средневековой социальной звериной жестокостью, и это, в общем, нормально. Главное, чтобы прокатило. Главное, как говорят москвичи, чтобы зашло. Коллажирование. Вот, коллаж это не только образ искусства современного, это образ мышления человека, мозг которого состоит из множества кусочков, которые связаны друг с другом не потому, что их надо было связать, или изначально план был связи этих кусочков, или картинка была как на коробке из-под пазла. Нет, просто подошли детали, их сложили вместе. Поэтому даже если, казалось бы, они из разных эпох, из разных способов поведения, не связанных никак друг с другом, но если это удалось чисто технически соединить, пусть действует. И если дело касается даже не только каких-то новых форм духовности, которые табуированы были многие тысячи лет, а сегодня они выходят, и какой-нибудь Мэрилин Мэнсон их провозглашает со сцены, или фирма запускает производство сатанинской обуви с каплей человеческой крови в подошвы, которая мгновенно раскупается. Вот. Даже не в этом смысле, это наиболее яркие, наиболее такие даже тривиальные, я бы сказал, формы постмодернистской духовности. Самое главное, что могут сочетаться совершенно несоединимые друг с другом вещи, которые классическое стержневое мышление отвергало. Нет, сегодня православный вполне может быть сталинистом, или, как, например, русская православная автономная церковь, еще и даже и гитлеристом. Я встречал одного человека, который был достаточно подкован в учении святых отцов, и он называл себя русским православным сатанистом. Капица называл себя русским православным атеистом. Так что сегодня может быть совершенно невообразимое сочетание всего. И никого это не удивляет. Главное, чтобы сам процесс шел, чтобы это было ликвидно. Чтобы за это были определенные преференции. И никого уже не удивит, например, то, что определенные действия представителей того же духовенства никак не сочетаются с провозглашаемыми этой религией духовными нормами. Они наговорят нам такое огромное количество, что мы будем сами не рады, что задали эти вопросы. Во-вторых, не согласуются вообще с самим представлением религиозным о мире, и не с современными научными открытиями, с современным образом жизни, с современными призывами этой же самой религии. То есть традиционные призывы этой религии, современные призывы этой религии, современные действия представителей этой религии – это вообще совершенно разные вещи, которые комбинируют совершенно невообразимых комбинация. Главное, чтобы это сохраняло определенную устойчивость, подобно тому, как грибок живет у меня в углу ванны, его никоим образом извести нельзя. И если в эпоху, если Вольтер наивно полагал, что развитие науки уничтожит религиозность, как таковую, мы видим вполне себе устойчивое сочетание не только на символическом уровне, но на самом главном уровне, ментальном. Мимикрия. Этот термин имеет два значения, как мы знаем в биологии. Это и прятки, и изображение чего-то другого несуществующего. В одном случае я подражаю среде, я интегрируюсь не для того, чтобы меня не заметили. В другом случае под мимикрией понимается наоборот изображение чего-то отсутствующего для того, чтобы изобразить то, чего нет. Вот эти оба проявления мимикрии отлично проявляются и в современных пострелигиях. Главное изобразить то, что имеет какое-то отношение в человеческом представлении к традиционной духовности. Писать определенные слова, делать определенные жесты, пошить у кутюрье Зайцева определенные облачения, или просто эксплуатируя позднесоветское невежество в религиозных вопросах, достаточно чисто ритуальных каких-то жестов для того, чтобы изображать что-то из себя. И как следствие ликвидность. К людям идут другие люди, они приносят деньги,
Они приносят власть с этими деньгами, в итоге получает кто-то политическое господство. Вот. Но на этом пути, конечно же, начинается расслоение, потому что одним нужно изобразить то, чего нет, а другим нужно изобразить свою настоящесть, что они имеют какое-то отношение к тем самым архаичным формам духовности, которые были настоящие, пока колдуны ученые все не испоганили. Поэтому, значит, наравне с псевдотрадиционными формами возникают попытки воскрешения каких-то форм совершенно далеких. Классический пример — это моя историческая родина, Сахалинская область, единственный в Советском Союзе красный регион, где не было ни одной официально зарегистрированной религиозной общины. Это был полностью атеистическая область. Если в конце 80-х годов началось возрождение, скорее рождение религии, это первые баптисты, первый православный приход, потом православие превратилось, сами понимаем, во что, не только в Сахалинской области, а вообще в России, и современные неоязычники, которые пытаются вернуться к завету предков, которые, здороваясь за руку, говорят не здравствуй, а слава роду, например, и прочие вещи. Вот неоязычники построили в Южно-Сахалинске свое капище, очень старательно изобразили по каким-то в только появившемся интернете найденным каким-то эталонам. И когда их спрашивают, что вы делаете на этом капище, они, пожимая плечами, говорят, ничего, пиво пьем, мы не знаем, что там делать. Ведь все формы, все ритуалы были утеряны. Но сегодня многие изобретают новые какие-нибудь славяно-арийские веды, вот, или какую-нибудь новую мифологию в виде там концепции общественной безопасности или там чего-нибудь еще. Или просто придумывают. Главное, чтобы это держалось. Главное, чтобы от этого был хоть какой-то выхлоп. Но возникает наравне с этими совершенно фантастические формы духовности. Если фантазия работает, и у людей есть возможность привлечь к себе других людей, а почему бы и нет? Но это уже совершенно другие формы постмодернистской духовности, пострелигиозности, которые хотя и отличаются внешне, на самом деле точно такие же, как и псевдотрадиционные. Интерактивность. Я сейчас разрабатываю компонент пострелигии, о нем я не писал в своей монографии на эту тему. Смысл сводится к тому, что сегодня духовность должна обязательно быть массовой. И массовой не в смысле привлечения людей, а в принципе вовлеченности людей в какое-то знаковое, символическое информационное пространство. Вот. Согласно этому слайду, важно не просто совершить древний ритуал омовения ног, а снять об этом определенный ролик и выложить. Вот. Эту логику вещей еще Ги Дебор в своей знаменитой книге «Общество спектакля» когда-то пророчествовал о том, что возникнет мир, в котором образ потребления будет затмевать само потребление, и люди будут рисовать у себя на кроссовках дополнительную полоску, чтобы сойти за Adidas, и получать от выкладывания в Инстаграм какого-нибудь ролика, где они фотографируются за знаменитостью, больше удовольствия всеми гормональными выхлопами, которые будут содействовать и долголетию, и здоровью, понижению утомляемости, повышению жизненного тонуса, вот, чем, например, элементарное питание, то есть интерактивная жизнь какая-то, жизнь в искусственной реальности, в информационном пространстве будет гораздо важнее. Вот, соответственно, и акции, действия, которые происходят в этом символическом пространстве, они очень важны. Девушки танцуют в здании. Они одеты, в общем-то, они не говорят почти ничего неприличного, но сопоставление несопоставимых контекстов является шоком, является пощечиной определенному мнению, является проверкой на вшивость политического аппарата и замечательным доказательством того, что религиозная организация является лишь элементом организации политической. Равно как и духовенство само это использует. Оно и интерактивные компоненты деятельности, в которой не нужно от человека никаких традиционных навыков, не нужно никакого родения сектантского, когда написано классиками русской литературы в повествованиях там, о каких-нибудь там скопцах или хлыстах. Вот. Достаточно просто умение пользоваться главным современным орудием для того, чтобы проявить свои определенные навыки. И по сути дела, сегодняшняя духовность, она ничем не отличается от компьютерной игры. Разницы провести нельзя. Просто духовность пострелигиозная претендует на то, что она имеет связи с реальностью больше, например, чем игра Дота. Но на самом деле ли это так? И действие переходит в виртуальный формат. И как я уже об этом оговорился, не только само действие, но изображение является большей значимостью. И
речь идет не только о создании, например, виртуальных храмов, в которых там человек испытывает удовольствие от поставки виртуальной свечки, такой же, как от реальной свечи в реальном храме, что, в общем-то, и показывает надобность реальных храмов под вопросом. Нет, самое важное. А в том, что сама духовность, сами определенные способы прикосновения к божеству переходят в виртуальный формат. То есть в современной духовности важно не прикосновение к божеству, а изображение прикосновения к божеству, точнее прикосновение к информационному формату. Изображение какого-то образа, который имеет отношение к какой-то духовности, сегодня является целью эту, а не какой-то страх и трепет, который, по словам Киркегора, испытывал человек, приобщающийся к Богу. Нет, главное восстановить картинку, главное изобразить. И глядя на этот образ себя, совершающего, например, намаз, или проползающего на коленях под какой-нибудь иконой, глядя на само это изображение, современный человек испытывает примерно подобные ощущения, которые, как ему казалось, или как ему наврали, испытывали его давние религиозные предки, создавшие эту религию. Ну и, конечно же, чем все заканчивается? Дистанцированием. То есть пострелигиозность, как и всякая религия, ведет к установке забором. Это наше, а это не наше. В эту церковь мы ходим, а в эту церковь мы не ходим. Как в анекдоте про старообрядца на необитаемом острове. Главное выстроить барьеры. И если эпоха модерна, она строилась на космополитичности, на затирании границ, сегодняшняя духовность, наоборот, начинает выставлять. Конечно, когда им нужно, не используют нужную риторику, но вот различные некрофилические образы и призывы к выставлению барьеров, к обозначению своей собственной идентичности, это и есть знак современного человека, который теряется, который потерялся в безграничном информационном мире. Кто я такой? А очень просто, кто ты такой. Определись, с кем ты будешь. И поставь четкие символические барьеры между собой и всеми остальными шайтанами. И вот тогда тебе станет полегче жить в этом мире. Не тогда, когда ты внутренне преобразишься, потому что если модерн отрицал вообще магию традиционную, отрицал возможность преображения природы посредством магии и утверждал, что можно преобразить природу, в том числе человечью природу посредством науки, то постмодерн отрицает преображение вообще. Главное что-то из себя изобразить. Главное получить внутреннее успокоение. Главное в православии не стяжание мирного духа, а максимальный отказ от всего неправославного и от всех неправославных. Итак, пострелигия. Она приходит после религии, она частично связана с самой религией и частично связана с традицией, имитацию возврата, которую она пытается всем нам преподнести. Итак, на чем основана пострелигия? Современные городские люди, живущие в условиях стирания всех границ, тоскуют именно по этим границам, когда в принципе для сознания важно не то, кто ты есть такой, а то, как ты себя показываешь на виртуальной площади. И законы функционирования информации являются, наверное, самыми главными законами, когда фейк и реальность практически неразличимы, и когда по одному и тому же монитору ты видишь и динозавров, и президента, и Микки Мауса, сложно действительно определить меры разграничения, меры реальности. И это еще ерунда. Но когда дело доходит до общества, когда какие-то формы, даже устоявшиеся модернистские формы общества начинают разрушаться, к примеру, нуклеарная семья, мама, папа, я, счастливая семья, и начинают рушиться эти формы. Мама, папа, и где мама тоже папа. Папа, папа, я. Папа, папа, папа. Или папа, 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 мама. Вот. И, конечно же, современный человек не знает, как определиться с этими новыми социальными формами. Сама ситуация сегодняшней женщины, разведенной, неполной семьи, или, как говорят современные российские социологи, материнской семьи, является для России нормой, мы все это знаем. Но как это согласуется с структурами нашей психики? Очень слабо. Поэтому приходится изворачиваться по-всякому. И, конечно же, связь со всеми нашими предками, которым мы любим хвалиться, там, в День Победы там, лепить куда-нибудь их портрет или там ставить изображение храма, полную копию храма Покрова на Нерли на могиле своего деда, который похоронен, погибший в 27 лет на этом месте.
Значит, это, конечно же, никакой связи с предками не имеет. Все сидят в одних и тех же квартирах, все смотрят одни и те же новости, играют в одни и те же игрушки, едят в одном и том же Макдональдсе. Все выросли в городах, никто не имеет никакого предположения, кроме остаточных каких-то социальных инерций. Поэтому современный человек, он как перекати поле, он ни в чем не закреплен, и иногда он начинает испытывать ужас из-за этого. И возникают, как следствие, различные пострелики. Они разные бывают, конечно же. Вот, значит, например, церковь летающего макаронного монстра, которая строится, например, или церковь, или движение дюдаизма, которое возникло на основе целостного и яркого образа Большого Лебовски из фильма «Братьев Коэнов». Вот, где не стесняются своего выдрыгивания, не стесняются изображать из себя кого-то, вместо какой-нибудь тиары надевают себе дуршлаг на голову и символически вешают лапшу на уши, как знак приобщенности к летающему макаронному монстру. Или, например, современные религии, ну их достаточно мало, которые пытаются изобразить из себя что-то новое. В особенности современная католическая церковь, которая весьма прочно стоит на ногах. И, наверное, одна из немногих вообще на ногах стоять продолжает. И на протяжении 20 века католическая церковь совершила очень много очень серьезных шагов. Она поверила в теорию эволюции и интегрировала ее в свое вероучение. Католическая церковь осудила капитализм и его крайности, равно как и социализм и его крайности. Католическая церковь признала признала равенство мужчины и женщины в семье и равенство ребенка со взрослым. Католическая церковь очень много моментов признала. Она даже признала все другие церкви на Втором Ватиканском соборе, значит, как способы пути к Богу. Но есть, значит, она стала использовать совершенно иную риторику, такую веселую, ну, как в фильме «Догма» изображено. Но есть, конечно, определенные вещи ключевые, от которых она не может отказаться, она перестанет быть католической. Например, целибат, безбрачие, духовенство. Вот, один из ключевых моментов. И, например, отношение к абортам. Поэтому весь модернизм или даже постмодернизм католичества, он идет до определенного предела. Фантастически, конечно же, религии, как церковь джедаизма, например, возникает, или, например, целое почти религиозное движение на основе, например, книг Говарда Филлипса Лавкрафта, или, например, Телема на основе учения Алистера Кроули. Вот целостное, интересное учение возникло, которое никак совершенно не связано ни с чем вообще. Это полностью фантазия неуправима. А есть фантазия, которая имеет траекторию ретро, которая пытается не придумывать имена богов, а уже готовы взять Велес, там, Зевс, Мокош и так далее. Посмотрите, фильмов-то сколько за последнее время на тему древнего язычества было снято. И Посейдон участвует здесь, и Тор участвует здесь, и прочее. То есть вся древняя мифология возвращается, и даже религиозные нормы приводятся. Особенности неоязычества, особенности родноверия, конечно же, которая в принципе является такой же фантастической религией, но поскольку он использует образы, которые на что-то нажимают в нашем сознании, то неоязычники претендуют на то, что они, дескать, понимаешь, настоящие. Они отыскали вот в этом сумраке тот самый канат, который, оказывается, не порвался, и они держатся за него, призывают нам всем держаться. В особенности, когда это принимает вид концепции, например, общественной безопасности, и тот человек, который придерживается этих взглядов, например, является майором ФСБ. Вот тогда все переходит за рамки смеха в рамки реальности. Попытка создать какую-то альтернативную традицию, например, это способ антропософии и теософии Рериха, Блаватской, например, это проявлялось в этих учениях, даже в учении Ошо. Вот. Ну или, например, яркий пример это церковь, это та же самая Телема или церковь сатаны Антона Шандора Лавея, например, со священниками этой церкви, Кинг Даймонд или Мэрилин Мэнсон, которые собственную совершенно суть мифологии, и со всеми элементами религии, которые должны быть, есть символика, здание, духовенство. Например, Мэрилин Мэнсон является рукоположенным священником церкви сатаны, правда, с его собственных слов. Вот. Священное писание, Библия сатанинская, написанная Лавеем и прочее. Но это все ерунда. Самое главное, это псевдотрадиционное.
которые имитируют традиционность. И вот здесь именно как раз наиболее архаичные религии и культы в наше время на подъеме, потому что в них столько разных символических знаковых ценностей, в них столько различных образов, что можно комбинировать их до бесконечности. Самое главное здесь даже не качество комбинации этих образов и неправильность комбинации, которая утеряна, например, как православное богословие, которое столько всего разного противоречивого говорило, что по некоторым вопросам вообще трудно сказать, что православные утверждают, в отличие от католиков. Например, по вопросу свободы воли или вопросу происхождения всего материального мира. Вот. Но даже на чисто символическом уровне традиционные эти древние культы, они имеют столько всяких штуковин, столько всяких финтифлюшечек, что просто навешивая их на себя, ты очень легко приобретаешь образ. Шапку надел, бороду отрастил, все, ты уже мусульманин или уже православный, вот, обвесился какими-нибудь побрякушками, и все, ты, главное, научился правильно строить лексикон, окать, акать, экать, или упоминать божество к месту, не к месту, вести себя, подскакивать, носить определенные одежды, вот, заявлять всем о себе, и все, ты уже имеешь претензии на принадлежность к чему-то традиционному. Только зачем все это нужно, конечно же? Почему человек современный идет в религию? Почему ему стало недостаточно науки? Почему человеку в белом халате не верят уже, а верят какому-нибудь прохиндею, какому-нибудь там слесарю-газосварщику третьего разряда, который отрастил бороду и живот, обвешал все это побрякушками религиозными, называет, требует обращаться к нему как к батюшке, может вещать совершенно любую дичь, и этому верят на полном серьезе больше, чем открытием современной науки. Есть несколько оснований. И это, наверное, самая серьезная часть этой моей лекции. Почему люди идут в современные именно пострелигии? В разных форматах я их все перечислил. Ну, во-первых, потому что сами они такие инвалидные, не способные к чему-то. Потому что они не способны воспринять новую манеру мышления, не способны к диалогу, они не способны договариваться, у них нет достаточного образования, которое предполагает взглянуть на вещи широко, например. Вот. Эти люди в силу своих собственных психотравм, они не могут признавать правоту другого человека, они не могут признавать свою собственную неправоту, они не умеют, для них критически мыслить это самоумоление, поэтому они свойственны вот именно то, что называют сектантским мышлением. Я как религиовед отрицаю термин секта, но сектантское мышление, мы все знаем, что это такое. Есть свои, чужие, свои правы, чужие, все будут, сволочи, гореть в аду, а мы в рай попадем, потому что печенегов победили и коронавирус и прочее. Значит, ну и, конечно же, в итоге все вот эти психотравмы незалеченные, они приводят, как и в обычной религии, к тому, что люди неадекватны, но с современными гаджетами, с современным информационным могуществом. Если еще в эпоху моей молодости освоить компьютер, то ого, какой навык был. То сегодня любой маршрутчик может завести себе канал в Телеграме и любую дичь вещать. Если он будет вещать эту дичь таким образом, что других, таких же, как он, травмированных, каких-то недоразвитых, каких-то болезненных людей он сможет привлечь, тру-ля-ля, и вот тебе церковь Иисуса Христа святых последних дней, совершенно фантастической мифологии, и какой-нибудь родноверие с еще более фантастической мифологией каких-нибудь славяно-арийско-рептилоидных вед, вот, и все что угодно другое. Так что, значит, здесь определенные собственные поврежденности. И то, что Элвин Тофлер назвал футурошок. Общество меняется, и технологии действительно сегодня меняют мир даже больше, чем какие-то абстрактные научные знания, на самом простом бытовом уровне. Когда я испытываю трудность от того, что отключили у меня воду, потому что не состою в группе в WhatsApp со своими соседями, а иначе я бы знал, что у меня отключат воду. Поэтому наличие гаджета и наличие этой программы для меня является возможностью того, помоюсь я или не помоюсь, будет горячая вода у меня в доме или нет. И вот люди, например, не имеющие этой программы или не умеющие пользоваться гаджетами, или испытывающие просто страх какой-то перед новым устройством, вот все это называется футурошок, когда люди испытывают элементарный ужас перед натиском современных реалий.
и отпрыгивают во что-то другое. Они хотят общества, в котором все прописано. Если ты мужик, веди себя как мужик. А это бабья роль. Баба за рулем, ну что от нее ожидать? И прочее. Значит, дети, слушайтесь родителей и прочее. В обществе традиционном, как нам сегодня кажется, все было прописано. И нам охота современным потерянным жалким людям. Нам охота того общества, где все всем понятно. Нам хочется думать, что культура, которая окружает нас, искусство, живопись, архитектура, что это не какие-то залипухи определенные. Мы потеряли, многие потеряли чувство вкуса, чувство реальности. Вот. Но и охота, конечно, думать, что какая-то определенная фигня-мазня, но зато с крестами, какими-нибудь иконами, она, понимаешь, правильная, потому что вроде как наши предки на эту тему примерно так же мазали и рисовали. Поэтому очень важно, чтобы та религиозная группа, в которую я вхожу, имела претензий на преемственность каких-нибудь, например, от Андрея Рублева и так далее. Хотя преемственность здесь, конечно, абсолютно никакая нет. Это ощущение, что моя группа, она противостоит натиску колдунов ученых, она противостоит натиску модерна, гейропы, значит, бородатых женщин и всего остального, что у нас, понимаешь, все как надо, потому что мы сохранили связь с предками, а предки, они не дураки ж были, они знали, что как нужно, прочее. И мы все вместе едины, мы общные, я могу не думать своей головой, а раствориться в коллективе, и когда за меня общественное мнение, которое хитро генерирует какой-нибудь кукловод, сектарх, значит, ну я этого не вижу. Для меня важно ощущение того, что этот камень, который летит в иноверца из моей руки, это не я послал, а это послала высшая сила, потому что она присутствует в моей общине. Ведь в религиозном представлении именно моя община есть дом Бога, что, например, характерно проявляется в двойственности христианского термина «церковь». Или, например, в единстве мусульманского термина «умма». Это не только сообщество, но и то место, где присутствует высшая сила. Ну и, конечно же, когда так много информации, в ней невозможно разобраться, а люди, имеющие старое там, советское воспитание, которые привыкли там записывать, запоминать, у них головы разрываются, они не умеют информацию разделять, дифференцировать, отбрасывать ненужное, просто даже то что не нужно ни сейчас, ни в будущем, и как-то ее различать, не имеет такой дисциплины, поэтому лучше отбросить вообще все, потому что оно из зомбоящика. Или, например, отбросить вообще все, потому что оно не постное. Отбросить вообще все, потому что оно не кошерное, не халяльное и так далее. Просто потому что оно содержит какие-то признаки. Например, если здесь карикатура на нашего пророка, это по определению неправильно. И так просто, например, ощутить свою принадлежность к этой религии посредством забрасывания горящими бутылками редакции какой-нибудь газеты или отрезания головы школьному учителю за то, что он показал какую-нибудь карикатуру. Вот эта информационная усталость, желание скрыться в какую-нибудь маленькую палаточку, это вот и есть причины того, что формируется современная, особо истеричная, особо зверская религиозность, которая при этом наделена современными гаджетами, и практически все ее действие происходит не на каких-то площадях, сборищах, где люди чувствуют запах пота друг друга, где люди там по мимике могут определить, что их оппонент врет, а все это в информационном пространстве. Людям предстоят не другие люди, а их информационные двойники, которые являются там 25-м дублем, многозначно переделанным, сделанным там, возможно, с помощью виртуальной реальности, подправленным в фотошопе. Главное, чтобы торкало. Вот. Поэтому главное ощутить какие-то вот эти, ощутить принадлежность к группе, к чему-то высшему, к чему-то боевому, сильному, чтобы меня пробрало, и я понял, что я не просто себе случайный прохожий, а брат или сестра, и у меня есть другие такие же, как и я, верные люди, с которыми мы все состоим в одной группе ВКонтакте. Вот, и ради этого, значит, мы готовы объединиться символически. Ну и фиг бы с ним, как говорится, если бы это объединение было чисто символическим. Ну, позиговали где-нибудь у себя на хуторе близ Диканьки, и ладно. Ну, сожгли портрет Майкла Джексона или Макрона, и ладно. Вот. Но когда все это переходит в реальность, это все, друзья мои, к сожалению, переходит в реальность. Потому что главное заблуждение или хитрое лукавство постмодерна, это когда он претендует на то, что все мы живем в матрице. На то, что нет вообще никакой реальности. Реальность есть. Мы все едим хлеб, который какой-то крестьянин где-то на поле сделал. Мы все пьем воду, которая стекает с каких-то гор по трубам, которые какие-то конкретные иммигранты, водопроводчики мне приделали, что у меня была эта вода. И когда
Без разницы по каким лживым или натуральным причинам реальная бомба взрывается и реальные люди гибнут, все немедленно переходит в реальность. Главная ложь постмодерна – это ложь в том, что он пост. Он точно такие же способы использует, как и в обычном обществе, как и в традиционном. И в итоге получается, что все мы такие современные, все мы хорошо знающие, чем Google от Яндекса отличается, но борьба за самое натуральное, за самое естественное, за самое человеческое вновь выходит на первое место. Но вопрос о том, что такое человек и как быть человеком, гораздо более сложным стал в наше время. Потому что в эпоху традиционную люди пытались стать Богом, чтобы не быть свиньей. В эпоху модерна люди пытались стать человеком, не богом и не свиньей. А сегодня уже не верят и ни в Бога, и ни в человека, осталась только одна имитация. И очень сложно понимать, кто мы такие и зачем мы живем. Некоторые из этих моментов я в своей монографии обозначил, которую, если есть желание, можно в комментариях или через личку заказать. Но самое главное здесь, конечно же, это понимание того, какие силы действуют у меня в уме. Это понимание того, что такое человек и постчеловек, и где они, эти самые границы поста. На этом все, друзья мои. Возникает вопрос или желание заказать книгу, пожалуйста, пишите в личку или в комментариях. Если будут вопросы, которые я смогу классифицировать в определенные группы, я по теме пострелигии создам отдельные ролики. Все, спасибо, всего доброго, да благословит вас всех Ктулху.